Одни из самых выносливых и стойких животных в мире. Невероятно быстрые, ловкие и приспособленные к суровым зимним условиям, эти создания показывают настоящие чудеса альпинизма. При этом даже на горных вершинах они не чувствуют себя в безопасности, но эти копытные имеют четкий план действий на случай встречи с главным врагом. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – тонкорогие бараны. Тонкорогий баран или баран Далла – типичный представитель семейства палорогих. При длине тела более 1,5 метров самцы весят свыше 70 килограмм, самки же заметно уступают в размерах и весе. На фоне стандартной для баранов внешности выделяется их белоснежная шерсть, которая остается с животными круглый год. И это неудивительно, учитывая, что здесь снежный покров не покидает горных склонов 9 месяцев в году. Эти животные приспособились к жизни в одних из самых суровых условиях планеты, обосновавшись в горных районах Западной Канады и Аляски. Здесь, на высоте от 600 до 2500 метров, царят не только экстремальные температуры, но и пронизывающие ветра, спасением от которых служит двойной слой шерсти длиной свыше 5 сантиметров. Но главной трудностью являются вовсе не холода, ведь при столь затяжной зиме найти пропитание под слоем снега – тяжелое испытание. Поэтому большую часть времени бараны путешествуют по открытым склонам, где белоснежное одеяло заметно тоньше. Но даже здесь, чтобы найти скудную растительность, приходится изрядно потрудиться. Замерзшая трава, мхи и лишайники составляют основу рациона в это время года. Бараны Далла – социальные животные. Овцы с молодыми самцами и детенышами путешествуют по склонам небольшими стадами. Взрослые же бараны образуют скромные холостяцкие группы. Помимо внушительных размеров, их отличительной особенностью являются массивные закрученные рога длиной более метра, которые во время брачного сезона становятся крайне опасным оружием. Казалось бы, жизнь в таких условиях и так полна трудностей, но боевые столкновения являются неотъемлемой частью социальной жизни, ведь таким образом сильнейшие имеют все шансы передать лучшие гены по наследству. Выяснение отношений может длиться часами, и порой даже наступившая ночь не становится помехой. Прочные рога и крепкий череп позволяют снизить вероятность травм, но иногда столь серьезные столкновения могут иметь последствия. Бараны остаются на открытых участках не только из-за пищи. Ведь даже в таких сложных условиях им нужно быть особенно бдительными, поскольку врагов здесь более чем достаточно. Леса и долины находятся под запретом, ведь там можно наткнуться на голодных волков, от которых не просто скрыться даже столь выносливым и длинноногим животным, поскольку серые хищники используют проверенную тактику. Сменяя друг друга при погоне, они способны часами преследовать жертву, у которой рано или поздно заканчиваются силы, поэтому нарушение собственных бараньих правил может иметь самый печальный итог. У баранов Далла превосходное зрение, и застать их врасплох непросто. При виде посторонних копытные реагируют мгновенно, спешно занимая самые высокие уступы, где достать их почти невозможно. Конечно, живущие в горных районах волки приспособились к путешествиям по сложной местности, но даже с совместными усилиями у них не так много шансов настигнуть непревзойденных альпинистов. К тому же, на таких высотах тяжелые рога могут стать решающими в конфликте, и известны случаи, как тонкорогие бараны сбрасывали своих обидчиков с отвесных склонов. Сами же бараны, как и свойственно горным жителям, обладают особыми мягкими копытами, которые смягчают удары при прыжках и, обладая превосходным сцеплением, позволяют преодолевать крутые склоны. Росомаха также дополняет список врагов. К тому же она хорошо приспособлена к жизни в подобных условиях. Но скорость хищника в разы ниже, поэтому зимой он уделяет больше внимания поискам не переживших холодов особей.
С наступлением тепла у овец появляется потомство. Без привычного снега заметить копытных становится проще простого, и чтобы защитить себя и детенышей, самки поднимаются в самые неприступные места. Хотя и здесь молодняк может стать мишенью беркута, для которого высокогорье – родной дом. Этот огромный хищник с размахом крыльев свыше 2 метров способен утащить добычу намного тяжелее себя. Но копытная не самая популярная цель, ведь у беркута немало других объектов для атаки. К тому же внимание пернатого хищника приковано в первую очередь к больным и оставленным без присмотра малышам. Мать старается никогда не отходить от ягненка, что дает ему все шансы избежать печальной участи. Летом опасность представляют и вечно голодные гризли, которые обладают устрашающей силой и не упустят шанса поймать зазевавшуюся добычу. Но несмотря на способность к перемещению по горам, их скорости и ловкости вряд ли хватит, чтобы угнаться за отличающимися особым проворством детенышами. Хотя на открытой местности этому свирепому хищнику лучше не попадаться, ведь на равнине уйти от гиганта не так просто. Совсем скоро молодняк объединяется в своеобразные ясли, где малышам легче развивать свои навыки, а матерям проще контролировать и защищать потомство. С самого рождения ягнята отрабатывают приемы борьбы и активно перемещаются по крутым склонам, что является самой действенной школой жизни, ведь уже скоро им придется столкнуться с суровым зимним климатом и возможными хищниками, поэтому навыки бега также никогда не бывают лишними. Как и многие другие бараны, тонкороги все же вынуждены покидать неприступные участки для путешествия к источникам, богатым солью, которая является жизненно важным минералом для всех копытных. Настолько важным, что даже здесь не обходится без стычек, и проигравший вынужден найти другое место. Кстати, южнее обитает подвид тонкорога под названием каменный баран, что соответствует его зоне обитания. Здесь нет таких суровых зим, поэтому окраска копытных заметно отличается. Продолжительность жизни баранов может превышать 15 лет, и несмотря на суровые условия, старания хищников и внимание со стороны охотников, сегодня численности обоих подвидов ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!